Здравствуйте, уважаемые зрители канала Лада Ладная. Эхиноцея распространена по России, на Северном Кавказе и в Украине. Она предпочитает расти на солнце, плодородных и хоть немного дренированных почвах. Эхиноцея обладает полезными свойствами, помогающими при лечении разнообразных заболеваний. При помощи эхиноцеи повышают иммунитет. Растение обладает противовирусным свойством. Оно не дает размножаться коковым инфекциям, вредоносным бактериям и вирусам. Эхиноцею используют при герпесе, гриппе и кишечных инфекциях. Это растение часто применяют в качестве средства, которое оказывает противовоспалительное действие. Эхиноцея имеет способность заживлять трудные раны, язвы и экземы. Эхиноцея – хорошее противопростудное средство, и именно поэтому ее применяют при ангине, ОРВИ и гриппе. В растении содержится много лечебных элементов и веществ, особенно важен из них бетаин. Именно он предотвращает появление симптомов инфаркта или инсульта. Для лечения различных заболеваний народная медицина использует эхиноцею, возраст которой не меньше 2 лет. Лекарственным сырьем растения являются цветки, стебли, корни и листья. Внутрь эхиноцею рекомендуют применять при простуде, гриппе, заражении крови или заболеваниях мочевого пузыря. Кроме внутреннего применения, эхиноцею еще успешно и довольно часто используют наружно при лечении крапивницы, ожогов, герпеса и других кожных заболеваний. Эхиноцея применяется при воздействии тяжелых металлов и фунгицидов, болезнях печени и сахарном диабете. Препараты, изготовленные на основе эхиноцеи, угнетающе действуют на имеющиеся в организме стрептококки, кишечные палочки и вирус гриппа. Растение показало хорошие результаты в лечении простатита, ревматизма, остеомиелита и заболеваний верхних дыхательных путей. Примочки из отвара эхиноцеи применяют при псориазе, укусах насекомых, в качестве противоядия к укусу змеи. Отваром эхиноцеи лечат язву желудка, приводят в норму артериальное давление и улучшают состояние организма в целом. Отвар эхиноцеи. Возьмите свежие, сухие листья растения и измельчите их. Теперь 1 чайную ложку измельченного сырья залейте стаканом кипятка. Поставьте все на водяную баню на 5-10 минут. Сняв с водяной бани, отвару дают настояться. Принимают его по 100 мл 3 раза в день до еды. Настойка эхиноцеи при депрессии. Для ее приготовления необходимо взять 10 граммов корней растения и залить их 100 граммов 70% госпирта. Средство оставляют настаиваться на сутки. Принимают настойку по 20-30 капель трижды в день. Эхиноцея от головной боли. Берем все части растения и делаем из них порошок. Готовый порошок смешиваем с медом. На 100 граммов порошка эхиноцеи понадобится 300 граммов меда. Все содержимое хорошенько перемешиваем и принимаем с чаем трижды в день. Это средство помогает нормализовать сон, успокаивает нервную систему и понижает давление. Чай из эхиноцеи при гриппе и простуде. Возьмите корень растения и измельчите его. Теперь 1 чайную ложку корня и столько же листьев эхиноцеи смешайте с 3 цветками растения. Всю смесь залейте 2 стаканами кипятка и оставьте на 40 минут. Чай принимают в количестве 3 стаканов в день при лечении заболевания, а в качестве профилактики по 1 стакану в день. Настойка эхиноцеи при запорах или гастритах. Берем 20 граммов стеблей вместе с листьями и цветками и заливаем их 200 граммов водки. Оставляем для настаивания на 14-20 дней в темном помещении. В период настаивания необходимо периодически взбалтывать содержимое. Процедив готовую настойку, ее принимают трижды в день по 20-30 капель до еды. Курс лечения – 1,5 недели, после чего делают перерыв на 3 дня и опять возобновляют курс лечения, и так еще 1 раз. Этой настойкой можно лечить заболевания женских половых органов, болезни почек или мочевого пузыря, спазмы сосудов и язву желудка. Спиртовая настойка эхиноцеи обладает мощным воздействием на иммунную систему человека. Регулярное употребление такого средства значительно увеличивает количество лейкоцитов, активизирует фагоцитарный ответ, а также способно тормозить размножение болезнетворных микробов. В холодное время года прием такой целебной настойки позволит удлинить периоды между эпизодами вирусных инфекций, поскольку она активизирует защитные иммунные механизмы. Кроме того, уникальные компоненты, входящие в состав эхиноцеи, помогут избавиться от воспалительных процессов мочевого пузыря, почек и мочеточника. Следует также отметить, что этой замечательной настойкой можно обрабатывать раны для их скорейшего заживления, а также различные фурункулы и кожные воспаления. Она не только увеличивает действие гистогенных фагоцитов, но и способствует восстановлению тканей.
Чтобы укрепить детский организм, современные педиатры рекомендуют давать детям такую настойку. Она является превосходным противопростудным средством природного происхождения. Побочные эффекты при длительном употреблении настойки эхинации встречаются очень редко. Как правило, это могут быть различные аллергические высыпания и головокружение. В этих случаях прием настойки следует мгновенно прекратить. Как принимать эхинацею? Специалисты назначают такое средство до приема пищи за 20-30 минут не менее 3 раз в день. Заметим, что в самом начале лечения точная доза не должна превышать 40 капель для взрослого человека в сутки. В последующие дни максимальная дозировка составляет 60 капель. Детям старше 12 лет можно принимать настойку, разведенную водой в пропорции 1:3 по 5-10 капель 2 раза в сутки. Подходящая продолжительность курса лечения определяется врачом в зависимости от конкретных особенностей течения заболевания и степени его тяжести. При хорошей переносимости препарат можно употреблять в назначенных дозах до стабильного достижения терапевтического эффекта. Однако максимальная продолжительность не должна превышать 8 недель. Для наружного применения рекомендуется изготовить специальный раствор. 40 капель настойки следует развести в 100 мл хлорида натрия. Такое средство показано в качестве компрессов, примочек, полостных тампонов и полосканий. Эхинацея для иммунитета. Активность этого лекарственного средства доказана много лет назад. Такой иммуностимулятор помогает вырабатывать особые вещества, которые наделяют клеточные мембраны устойчивостью к проницанию болезнетворными микроорганизмами. Это уникальное свойство существенно притормаживает распространение микробов по организму. Наряду с этим эхинацея стимулирует защитные механизмы, которые определяют сопротивляемость организма к инфекционным заболеваниям. Уникальные микроэлементы такого растения способствуют усилению фагоцитоза лейкоцитов и макрофагов. Кроме того, эхинацея помогает вырабатывать противоопухолевый фактор, который препятствует появлению разрушающих клеток злокачественного образования. Эхинацея для детей. Целебная эхинацея считается одним из обязательных препаратов в комплексном лечении острых респираторных заболеваний у детей. Более того, она может назначаться и в качестве эффективного профилактического средства, позволяющего за счет своих уникальных свойств стимулировать собственные защитные силы организма. Это замечательное растение эффективно по отношению к макрофагам и нейтрофилам. Благодаря такому воздействию, назначая эхинацею при первых признаках вирусной инфекции, можно значительно сократить период заболевания. Следует отметить, что у практически всех детей это растение не вызывает аллергических реакций. Мощное тонизирующее воздействие на всю нервную систему оказывает экстракт эхинации. Он дает чувство бодрости, а также прекрасно восстанавливает работоспособность. Восхитительные адаптогенные свойства растения обуславливают невосприимчивость организма к неблагоприятным факторам внешней среды. Кроме того, регулярное употребление такого средства отлично снимает перенапряжение и является превосходным профилактическим препаратом против ОРЗ. Иммуностимулирующее воздействие поможет снизить количество простудных заболеваний. В качестве наружного средства экстракт эхинации показан для снятия боли и заживления различных ран. Дозировка лекарственного препарата для взрослых составляет не более 8 капель, для детей – от 3 до 5 капель в зависимости от возраста. Малышам можно растворять эхинацею в небольшом количестве воды или чая. Следует иметь в виду, что при хронической гипертонии и перевозбуждении такой препарат категорически противопоказан. Сироп эхинации, целебный сироп этого растения, способствует усилению защитных механизмов иммунной системы. Эхинацея может похвастаться также своими антиоксидантными свойствами. Сироп эхинации назначают при различных онкологических проявлениях. Кроме того, такой лекарственный препарат увеличивает сопротивляемость здоровых клеток к воздействию вредных микроорганизмов. Следует также отметить, что сироп эхинации нормализует работу щитовидной железы и обмен веществ. Противопоказания к использованию эхинации. Детишкам в возрасте до 2 лет нельзя применять эхинацию ни в каком виде. Беременные женщины, кормящие матери и люди с рассеянным склерозом также должны опасаться препаратов из этого растения. Если у человека ангина острого характера, то ему противопоказана настойка эхинации. В любом случае, принимать эхинацею больше 1 месяца нельзя. Автор статьи – Соколова Нина Владимировна, фитотерапевт. Благодарю вас за просмотр. Напоминаю, что данное видео имеет только информационный характер. Для лечения необходимо обратиться к врачу. Если вы еще не подписаны, то сейчас самое время подписаться и включить колокольчик. Поделитесь этим видео в социальных сетях. Будьте здоровы
и заходите ко мне на канал, чтобы не пропустить новые видео.